Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон подозревает, что вокруг машины что-то есть, и когда он ничего не видит, они продолжают. Когда Хасан звонит Джавахиру и сообщает ему, что работа выполнена, Джавахир говорит, что молодец, надеюсь, вы выполнили работу чисто, Хасан говорит, что никто ее не видел, все чисто, и кладет трубку. Дилан и Баран приходят к дяде Ахмету и говорят ему, что он отдаст решающий голос за мебель. Дядя Ахмед смотрит на буклет, им обоим очень нравится, а затем дает несколько советов. Когда они подумали, что спешат по совету дяди Ахмета, и пока сдались, дядя Ахмед сказал, что это нормально, что ты торопишься, дай мне этот буклет, посмотрим, а затем выбрал модель, которая понравилась Дилану. Дилан очень счастлив и кричит: «Я выиграл!» Джевдет становится очень счастливым, когда Цеврия говорит ему, что купила подарок, чтобы не пойти с пустыми руками во время посещения Дилана. Гулю очень любопытна картинка, которая пришла на телефон Ферата от Гэжи Сертак. Пока Ферат спит, она пытается достать телефон из-под его подушки. Ферат просыпается. Когда он спрашивает, что она делает, Гуль отвечает, что ее верх был не покрыт, поэтому она прикрылась и немедленно вернулась в постель. Хотя Дилан рад своей победе, говорит Бэрон, я уже знал, что ты выиграешь, я вступил в эту гонку только для того, чтобы порадовать тебя. Тем временем у Барана звонит телефон, и клиент приглашает его в бурсу по делам. Когда Бэрон недоволен, Дилан говорит, как здорово, мы можем пойти вместе. Баран сначала не хочет это принимать, но Дилан убеждает его, и они обнимаются и спят вместе. Пока Бэрон спит, Дилан просыпается и готовит сумку. Бэрон не решается взять Дилана, и когда он спрашивает Дилана, не следует ли ему приехать, Дилан убеждает Барана, что он не подойдет. Он узнает, что Джавахир Баран собирается в бурсу, и рад, что его план сбывается. Пока Аарон думает, как подарить Ясмин купленную им пряжку, Ясмин приходит к нему и спрашивает, не случилось ли чего. Сначала Харун стонет, а затем говорит: «Твой предыдущий колпак упал, я хотел купить тебе новый», и когда он дает его тебе в коробке, Ясмин очень удивляется и радуется. Гуль просыпается раньше Ферата, находит свой телефон на земле и злится, когда видит, что он удалил фотографии и сообщения. Ферат просыпается, а Гуль не выдерживает и спрашивает, кто такой этот Сертап, почему ты удалил сообщение и что было на этом фото. Ферат просто смотрит. Пока Ясмин задается вопросом, почему Харун так себя ведет, она понимает, что он влюблен в нее. Дилан и Бэрон покидают особняк с чемоданом в руках и садятся в машину. Дилан говорит, что я так скучаю по путешествиям с тобой. Когда Бэрон говорит, что я рад, что ты со мной, он говорит, что я рад, что всегда буду таким, пока не умру. Собираясь двигаться, Дилан понимает, что забыл свой телефон. В этот момент приходит известие, что встреча Барана отменена. Когда Дилан подходит к машине, Баран говорит, что клиент, с которым он собирался встретиться, болен, говорит, что встреча отменена, и они выходят из машины. Когда господин Кудрет увидел, что они входят, и сказал: «Нет, почему вы не пошли?», господин Баран сказал, что господин Утку заболел, и поэтому мероприятие было отменено. Как только Хасан узнает, что поездка в бурсу отменяется, он покидает их, говоря: «С вашего позволения». Ферат не может убедить Гуль, и когда она показывает, что он очень ревнует, Ферат спрашивает: «Разве ты не собираешься развестись со мной, даже если все произойдет иначе?» Конечно, Гуль злится, потому что мы собираемся развестись, но ты все еще женат. Когда Ферат говорит: «Я не делаю ничего плохого, но думаю, тебе следует быть осторожной и не ревновать к мужчине, с которым ты собираешься развестись», Гуль отрицает это и выходит из комнаты. Ферату это нравится, и он смеется за его спиной. Хасан звонит Джавахиру и сообщает ему, что работа в бурсе отменена. Когда вы говорите: «Я думал, что буду держать вас в курсе событий», Джавахир отвечает: «С этого момента беспокойте меня только ради хорошего развития событий». Если Джевдет Дилан не занят, он звонит ему и спрашивает, свободен ли он приехать.
Дилан говорит: «Я доступен, я подожду», и вешает трубку. Цеврии очень расстроена тем, что не смогла пойти из-за плохого самочувствия, но ничего не может с собой поделать и говорит Джевдету: «Подожди, позволь мне прийти и подготовиться». Дилан пьет лимонад на кухне, чтобы облегчить изжогу. Затем, поедая печенье, приготовленное Гэжой Кадер, он болтает с Гэжой Кадер. В это время Берон ловит Дилана, поедающего печенье, и говорит Кадеру Аблше, что очень важно соблюдать правила и положения. Когда Баран приближается, он говорит: «Мой брат придет ко мне. После того, как Баран говорит «да», он дает Дилану грецкий орех и хочет взять печенье. Дилан сначала не хочет этого давать, но потом его убеждают. Ясмин начинает проверять Харона, чтобы узнать, нравится она ему или нет. Джевдет и Цеврии рука об руку входят в сад особняка. Цеврии становится не по себе, когда она видит перед собой Хасана. Дилан встречает их у двери, и они обнимаются. Когда Дилан приглашает их войти, их беспокоит наблюдающий за ними Хасан, и Джевдет успокаивает Цеврии. Когда они вошли внутрь, Баран выходит и говорит: «Добро пожаловать». Когда он видит их беспокойство, Баран смотрит на Хасана и говорит: «Пойдем внутрь, не простудись». Когда перед ними появляется госпожа Азади, она поздравляет их. Когда Дилан спрашивает, пришли ли они нас поздравить, вы присоединитесь к ним, госпожа Азади говорит, что ей пора идти в фонд, и уходит. Пока Баран спрашивает Джевдета, хорошо ли идет его новая работа, и они болтают, Дила и Цеврии спрашивают рецепт печенья, которое можно продать в ресторане. Когда Дилан говорит: «Я так скучаю по тебе», Цеврии говорит: «Мы прошли через много трудных вещей, моя боль свежа». Дилан говорит: «Я получил новости от моего брата, ты прав, у нас есть через многое прошел», и закрывает тему. Гуль слышит, как Ферат говорит по телефону: «Это очень здорово, не могу дождаться, чтобы увидеть это», и очень злится. Джевдет также дает Барану несколько советов об отцовстве и беременности. Баран снова и снова предупреждает Джевдета и просит его звонить мне, когда у тебя возникнет необходимость или проблема. Приходит Ферат и просит машину Барана, берет ключ и уходит. Пока Хасан ходит вокруг машины, Джевахи звонит и говорит: «Я жду от тебя хороших новостей». Когда он говорит, что у Барана гости и он не выйдет из особняка, Джевахи говорит: «Это твой племянник, найди способ выйти из особняка». Между тем, когда он видит, что Ферат садится в машину Барана, он говорит, что нам нужно с вами кое о чем поговорить, и вытаскивает его из машины. Он начинает прощаться с Джевдетом и Цеврией, говоря: «Давайте встанем». Тем временем, когда госпожа Кадер приносит ключи от машины, Баран говорит Гэже Кадер, что наши дети должны отвезти своего брата Джевдета к нему домой. Когда Джевдети говорит: «Нет необходимости, мы пойдем гулять, когда выберемся отсюда», он не настаивает. Дилан собирается, приходит к Барану и предлагает вместе сходить за покупками. Баран говорит: «У меня дела, я даю машину, можешь ехать». Дилан соглашается, но тем временем Хасан звонит Барану и приглашает его в мастерскую, сообщая, что в мастерской потерялось несколько ценных вещей. Дилан говорит, что тогда ты можешь оставить машину, и они оба одновременно выходят из комнаты. Ферат приходит в особняк с подарочной коробкой в руке, и когда Гуль спрашивает, о чем идет речь, Ферат называет это работой. Джевдет и Цеврии приходят в ресторан и болтают, попивая суп, приготовленный Ясмин. Пока Гуль ищет подарочную коробку повсюду в комнате, Ферат молча входит в комнату и пугается, когда внезапно видит Гуля позади себя. В то время как Гуль злится, думая, что она купила подарок для кого-то другого, Гуль очень удивляется, когда Ферат спрашивает: «Почему я скрывал от тебя твой подарок?» Ему помогли починить порванную куклу Ферат и Гуля. «Ты увидишь, что я починю нас, как этого ребенка». Когда я говорю «Гуль», Гуль обнимает Ферата. Когда Цеврии спрашивает Харона, как идут его романтические дела, Цеврии злится, когда Харон говорит очень безнадежно. Тем временем Ясмин их слушает.
Харун очень злится на себя, вот в чем дело, я всегда пытаюсь понравиться девушке, я злюсь на нее, если она собирается любить меня, она должна любить меня таким, какой я есть, если нет, она рассердится, потому что я пойду своей дорогой. В то время как Дилан едет в другой машине, а Берон на своей, он звонит Дилану и спрашивает, что ты сделал. Дилан говорит, что он в дороге. Пока Берон говорит, позволь мне закончить работу, и я немедленно вернусь, Дилана бросает в машину, и он кричит, баран, баран. Берон паникует и говорит, Дилан, ты слышишь мой голос, и останавливается на дороге. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.